Всем привет! Сегодня приготовим меню на целый день. Первым приготовим омлет с творогом. Это необычный, сытный и очень вкусный завтрак. Также такой омлет подойдет для тех, кто на правильном питании. Сначала подготовим все ингредиенты. Мелко режем небольшой пучок укропа. 30 грамм творога разминаем вилкой, чтобы не было больших крупинок. 30 грамм сыра трем на крупной терке. В миску разбиваем 2 яйца. Солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем венчиком или вилкой. Во взбитые яйца добавляем подготовленный творог и измельченный укроп. Все перемешиваем. Разогретую сковороду смазываем небольшим количеством растительного или сливочного масла. Выливаем приготовленный омлет и распределяем его по всей сковороде. Сверху омлет посыпаем тертым сыром. Все ингредиенты для омлета я оставляю внизу под видео в описании. Сковороду накрываем крышкой и жарим омлет на маленьком огне. Готовый омлет складываем вдвое и подаем на стол. К омлету кладем помидор и зелень. Омлет с творогом получился очень вкусным, аппетитным и необычным. Обязательно приготовьте такой вкусный завтрак, я думаю, он вам тоже понравится. На обед приготовим суп с грибами и плавленым сырком. Он очень простой в приготовлении и готовится из обычных продуктов. Сначала подготовим ингредиенты. 400 грамм картофеля нарезаем небольшими кубиками. 200 грамм шампиньонов среднего размера моем и разрезаем пополам. Каждую половинку гриба нарезаем пластинками. В 4-литровую кастрюлю кладем подготовленный картофель и наливаем 2 литра воды. Все ставим на огонь. Когда вода закипит, снимаем пену. Сюда же насыпаем 90 грамм промытого риса. Перемешиваем и варим примерно 5-7 минут. Пока варится картофель и рис, готовим овощную пассировку. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. На сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Перемешиваем и пассируем еще примерно 1 минуту. Снимаем с огня. Картошка с рисом практически сварилась. Добавляем в кастрюлю нарезанные грибы. Перемешиваем и готовим после закипания еще 3-5 минут. Если образовалась пена, то ее желательно снять. Суп солим примерно половиной столовой ложки соли. И добавляем 100 грамм плавленого сыра. Все перемешиваем до полного растворения сыра. В суп кладем подготовленную овощную пассировку. Добавляем 1 лавровый лист и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. В самом конце в суп добавляем зелень. Я взяла замороженный укроп. Суп доводим до кипения и снимаем с огня. Суп готов. Суп с грибами получился очень вкусным и ароматным. Плавленый сыр придает супу особенный сливочный вкус и вид. Готовится он несложно, и с его приготовлением справится каждый. На десерт приготовим очень вкусный пирог на кефире с вареньем. Это прекрасный вариант домашней выпечки к чаю. В миску разбиваем 4 яйца. Добавляем щепотку соли. Яйца начинаем взбивать и постепенно добавляем 200 грамм сахара. Сюда же добавляем 10 грамм ванильного сахара. Взбиваем 2-3 минуты до пышной однородной массы. Ко взбитым яйцам наливаем 300 мл теплого кефира. Опять взбиваем. Добавляем 100 мл растительного масла без запаха. Перемешиваем. Вместо растительного масла можно добавить 100 грамм растопленного сливочного масла. Насыпаем примерно половину от всей муки. И добавляем 10 грамм разрыхлителя. Все перемешиваем. Всего понадобится 350-400 грамм муки. Добавляем оставшуюся муку и опять перемешиваем.
Муку всю сразу не насыпайте, смотрите на консистенцию теста. Оно должно остаться немного текучим. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. В подготовленную форму выливаем примерно половину теста и распределяем его по дну формы. Размер моей формы 22 на 32 сантиметра. Сверху на тесто выкладываем примерно 150 грамм варенья. У меня варенье из черной смородины, но можно взять любое. Слой с вареньем накрываем второй половиной теста. Стараемся равномерно его распределить. Готовим крошку для посыпки сверху. В мисочку насыпаем 30 грамм муки, 30 грамм сахара и добавляем 30 грамм холодного сливочного масла, нарезанного небольшими кусочками. Все быстро перетираем руками в крошку, чтобы масло не успело растопиться от тепла рук. Приготовленной крошкой посыпаем пирог сверху. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 45-50 минут. Точное время определяйте по деревянной палочке. Она должна выходить из пирога сухой. Готовый пирог достаем из духовки и оставляем остывать. Пирог на кефире с вареньем получился очень вкусный и пышный. Готовится просто и продукты самые доступные. Он прекрасно подходит для приготовления на каждый день. Обязательно его приготовьте, порадуйте себя и свою семью сладким лакомством. На ужин приготовим бризоли. Сытное и очень вкусное блюдо для всей семьи. Вариантов приготовления бризолей очень много. Этот рецепт мне нравится своей простотой и незамысловатостью. Сначала приготовим начинку. Одну луковицу небольшого размера нарезаем маленькими кубиками. У меня луковица достаточно большая, поэтому я использую только половину. Берем 350 грамм свиного фарша и добавляем к нему подготовленный лук. Солим по вкусу. Насыпаем 1 чайную ложку прованских трав и перчим черным молотым перцем. Все хорошо перемешиваем. Вместо прованских трав можно использовать итальянские или добавить майоран. Если приправ нет, то будет достаточно соли и перца. Берем одну шестиугольную вафельку для бризолей и кладем на нее примерно пол столовой ложки приготовленного фарша. Равномерно распределяем фарш по всей поверхности вафли. Накрываем второй вафелькой. Таким методом готовим все бризоли. У меня в пачке было 42 вафельки. Для них понадобилось 350 грамм фарша. Если таких шестиугольных вафель нет, то можно использовать круглые вафельные коржи для торта. Начинить их фаршем, а затем разрезать на треугольники, как торт. 3 яйца разбиваем в миску. Немного солим и взбиваем вилкой до однородной массы. Подготовленные бризоли обмакиваем в яйце и сразу же кладем на разогретую сковороду с маслом. Жарим сначала с одной стороны на огне чуть меньше среднего до румяной корочки. Затем переворачиваем на другую сторону и жарим до готовности. На сильно большом огне не жарьте, мясо должно успеть приготовиться. Готовые бризоли снимаем со сковороды на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Бризоли получились очень вкусными и сытными. Они моментально разлетаются со стола, я не успеваю даже жарить. Готовится просто и недолго. Это отличное блюдо для каждодневного меню. Также на ужин приготовим очень простой салат с пекинской капустой, морковкой и фасолью. Салат вкусный и свежий, он прекрасно подходит для любого стола. Берем пекинскую капусту и разрезаем ее пополам.
Понадобится половина кочана капусты. Это примерно 500-600 грамм. Капусту шинкуем ножом. Подготовленную капусту кладем в миску. Сюда же в миску насыпаем 1 банку консервированной фасоли. Я ее предварительно промыла водой. И добавляем 200 грамм морковки по-корейски. Мелко нарезаем пучок зеленого лука. Зеленый лук можно заменить белым, репчатым или красным луком. Лук тоже добавляем в миску. Все солим по вкусу. Перчим черным молотым перцем. Салат заправляем майонезом и перемешиваем. Готовый салат перекладываем на блюдо и подаем на стол. Салат с пекинской капустой получился очень вкусным. Свежесть и сочность ему придают капуста и морковь, а сытность – фасоль. Салат готовится быстро и просто. Он прекрасно подходит ко всем блюдам.